Приветствую всех на финальной серии по постройке напечатанного на 3D принтере КамАЗ Мастер. И сегодня я расскажу о процессе покраски. Для начала я купил пару картонных коробок и малярный скотч, чтобы собрать импровизированную покрасочную камеру. Красота! Можно красить. Для покраски модели я использую акриловые краски и специальный растворитель. Растворитель добавляю сразу в баночку с краской, так удобнее, да и пропорции получаются подходящие. Ну что ж, будем красить белую кабину белой краской, а почему бы и нет? На самом деле краска имеет немного другой оттенок и при нанесении сделает слоистость пластика менее заметной. А теперь покрасим кузов голубой краской Tamiya X14 Sky Blue. После того, как краска подсохла, я снял дверцы с кузова для удобства в дальнейшей покраске. Заклеиваю малярным скотчем дверцу. Затем черным маркером наношу разметку. Острым лезвием разрезаю малярный скотч. И аккуратно снимаю скотч с тех мест, которые буду красить. Красить буду темно-синей краской Tamiya X4. Краску наношу в несколько слоев. После высыхания краски я установил дверцы обратно на кузов. Теперь необходимо нарисовать круг для логотипа Red Bull на боковине кузова. Но так как боковина имеет сложную форму, мне пришлось напечатать трафарет, который повторяет форму кузова и по которому я смогу легко вырезать ровный круг. Желтый цвет я выбрал XF3 от Tamiya. Далее необходимо окрасить часть кабины в голубой цвет. Для этого я демонтирую ранее установленную защиту воздухозаборников.
Теперь нужно окрасить козырек в темно-синий цвет. Далее окрашиваю мелкие части кабины, такие как зеркала, ручки и брызговики. Приклеиваю защиту воздухозаборников обратно. Далее откручиваю нижнюю часть кабины и окрашиваю переднюю поверхность в черный цвет, чтобы она не выделялась за решеткой радиатора. Далее приклеиваю защитную сетку в оконные проемы. Ее толщина 0,4 мм, напечатана с высотой слоя 0,2 мм и соплом 0,4 мм. Теперь устанавливаю лобовое и боковые стекла. Для этого я напечатал рамки и купил в канцелярском магазине черные обложки для брошюратора, из которых вырезал будущие стекла. В рамках предусмотрены места, в которые я буду вклеивать стекла. Переходим к нанесению логотипов. Их печать я заказывал в типографии, а бесплатный макет вы можете найти по ссылкам в описании. Логотипы напечатаны на клейкой ленте белилами. После нанесения логотипов я буду покрывать модель лаком, чтобы наклейки со временем не отклеились. После того, как модель была покрыта лаком, можно перейти к установке фар и габаритных огней.
На этом постройка напечатанного на 3D принтере КамАЗа Мастер завершена. А если у вас есть 3D принтер и вы хотите напечатать себе такой же КамАЗ, можете заглянуть в описание. Там я оставил ссылки, где находятся все мои модели. Всем добра!